Загадки Антарктиды. Древние цивилизации, пропавшие подлодки и гравитационные аномалии. Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в самые таинственные и захватывающие темы, которые заставляют задуматься. Сегодня у нас особенное путешествие. Мы отправляемся в Антарктиду, самый холодный, самый изолированный и, возможно, самый загадочный континент на Земле. Под ее километровыми слоями льда скрываются тайны, которые будоражат умы ученых, исследователей и даже конспирологов. Древние карты, изображающие Антарктиду безо льда, пропавшие подводные аппараты, пирамиды, гравитационные аномалии и даже следы доисторических монстров – все это ждет нас в этом видео. Погнали! Таинственные карты Антарктиды. Следы допотопной цивилизации? Начнем с одной из самых интригующих загадок – древних карт Антарктиды. Представьте себе, 16 век, эпоха великих географических открытий, когда европейцы только начинают исследовать дальние уголки мира. И вот в 1531 году французский картограф Орон Сфине создает карту, на которой изображен континент, поразительно похожий на Антарктиду. Но вот что странно. Антарктида официально была открыта только в 1820 году, почти через 300 лет. Более того, карта Фине показывает Антарктиду свободной ото льда, с четкими очертаниями берегов, включая такие детали, как пролив Уэддала. Как это возможно? И это не единственный случай. Еще более известна карта Пири Рейса, созданная в 1513 году. Эта карта, найденная в 1929 году в Стамбуле, изображает южную часть Южной Америки, а также, по мнению некоторых ученых, побережье Антарктиды, опять же безо льда. В XVIII веке картограф Филипп Буаше также создал карту, где Антарктида изображена с удивительной точностью. Эти карты ставят перед нами вопрос: откуда картографы того времени могли знать о континенте, который был скрыт подо льдом и официально не исследован? Американский ученый Чарльз Хепгуд в 1960-х годах предложил гипотезу, которая перевернула представление о прошлом. Он предположил, что эти карты могли быть скопированы с гораздо более древних источников, созданных высокоразвитой цивилизацией, существовавшей десятки тысяч лет назад, когда Антарктида еще не была покрыта льдом. Согласно геологическим данным, последний раз Антарктида была свободна ото льда около 12-14 тысяч лет назад, в эпоху позднего плейстоцена. Хепгуд считал, что древние мореходы, возможно, исследовали Антарктиду в те времена, а их знания передавались через поколения, пока не попали в руки средневековых картографов. Но вот что интересно, современные ученые скептически относятся к этой теории. Они указывают, что карты Пири Рейса или Фине могли быть просто удачными предположениями или изображениями гипотетического южного континента, о котором философы вроде Аристотеля рассуждали еще в античности. Другие считают, что картографы могли ошибочно принять за Антарктиду части Южной Америки или даже вымышленные земли. Однако точность деталей, таких как береговые линии, заставляет задуматься. А что если Хепгуд был прав? Что если подо льдом Антарктиды скрываются следы цивилизации, о которой мы ничего не знаем? Пропавшая подлодка. Что скрывает ледник Судного дня? Теперь перенесемся в наше время, в 2024 год. В Антарктиде происходит событие, которое моментально становится сенсацией. Беспилотный подводный аппарат RAN, принадлежавший шведским ученым, бесследно исчезает во время исследования ледника Туэйтса, также известного как ледник Судного дня. Этот ледник получил свое мрачное прозвище из-за своей роли в изменении климата. Его таяние может поднять уровень Мирового океана на несколько метров, угрожая прибрежным городам. Аппарат RAN был высокотехнологичным устройством, оснащенным камерами, сонарами и датчиками для изучения подводной части ледника. Его миссия была критически важной. Ученые хотели понять, как быстро тает ледник и какие процессы происходят под водой. Но в один момент связь с аппаратом оборвалась. Никаких сигналов бедствия, никаких данных о сбоях, просто тишина. Поиски с использованием дронов, сонаров и даже спутниковых снимков не дали результатов. RAN исчез, будто его поглотила бездна. Что могло случиться? Ученые выдвигают несколько версий. Первая. Аппарат мог попасть в ловушку под движущимся льдом. Ледник Туэйтса – это не статичная глыба.
Он постоянно смещается, создавая трещины и разломы. Возможно, Ран оказался зажат в одной из таких ловушек. Вторая версия – сильные подводные течения. Под Антарктидой существуют мощные потоки, которые могли унести аппарат в глубоководный каньон, где его уже не достать. Третья гипотеза, более интригующая. Столкновение с неизвестным объектом или даже живым существом. Антарктические воды мало изучены, и кто знает, какие существа могут скрываться на глубине. Но, конечно, не обошлось без конспирологических теорий. Некоторые энтузиасты на форумах и в соцсетях предположили, что Ран наткнулся на секретную военную базу, возможно, американскую или даже инопланетную. Другие говорят о древних технологиях, спрятанных подо льдом, которые могли вывести аппарат из строя. Звучит как фантастика, но Антарктида – место, где такие теории рождаются одна за другой. Ведь это континент, где реальность порой кажется страннее вымысла. Ледяные пирамиды, природное чудо или следы древних строителей. Еще одна загадка Антарктиды – это так называемые ледяные пирамиды. На спутниковых снимках и фотографиях исследователей можно увидеть горы удивительно правильной пирамидальной формы, выступающие из ледников. Самая известная из них находится в хребте Эл-Суэрте и была открыта еще в 1913 году. Ее даже назвали пирамидой за сходство с рукотворными сооружениями. Но таких структур в Антарктиде несколько, и все они вызывают споры. Официальная наука объясняет эти пирамиды как нунатаки – скальные образования, которые торчат из-под ледника и со временем приобретают пирамидальную форму из-за ветровой и ледниковой эрозии. Геологи говорят, что это абсолютно естественный процесс. Ледники движутся, обнажают скалы, а ветер и осадки придают им причудливые очертания. Но сторонники альтернативных теорий с этим не согласны. Они считают, что пирамиды могут быть следами древней цивилизации, которая существовала в Антарктиде, когда она еще была зеленым континентом. Интересно, что пирамиды в Антарктиде напоминают другие загадочные структуры по всему миру. Например, пирамиды Боснии или подводные сооружения у острова Йонагуни в Японии. Скептики скажут, что это просто совпадение, но давайте подумаем, что если Антарктида действительно была домом для высокоразвитой культуры? Геологические данные подтверждают, что миллионы лет назад Антарктида была частью суперконтинента Гондвана с теплым климатом, реками и лесами. Возможно, какие-то следы этой эпохи все еще сохранились подо льдом. Проблема в том, что проверить это крайне сложно. Бурение через километры льда требует огромных ресурсов, а экстремальные условия Антарктиды делают археологические исследования почти невозможными. Но даже без раскопок находки вроде пирамид заставляют нас задаваться вопросами, что мы знаем о прошлом нашей планеты и сколько еще тайн скрыто от нас. Гравитационная аномалия, кратер, изменивший Землю. Теперь перейдем к одной из самых масштабных загадок Антарктиды – гравитационной аномалии, обнаруженной подо льдом. В 2006 году спутники НАСА зафиксировали странное отклонение в гравитационном поле континента. Дальнейшие исследования показали, что подо льдом скрывается гигантский круглый объект размером с американский штат Техас. Ученые предположили, что это кратер от астероида, диаметр которого составляет около 300 километров. Если это правда, то это один из крупнейших кратеров на Земле. Гипотеза гласит, что этот астероид упал около 250 миллионов лет назад, в эпоху так называемого «Великого вымирания». Это событие уничтожило около 96% морских видов и 70% наземных позвоночных. Ученые давно ищут причину этого катаклизма, и кратер в Антарктиде может быть ключом. Возможно, удар астероида вызвал цепную реакцию – извержение вулканов, изменение климата и массовое вымирание. Но есть и проблемы с этой теорией. Во-первых, бурение через километры льда, чтобы добраться до кратера – задача на грани фантастики. Во-вторых, некоторые ученые считают, что аномалия может быть вызвана не кратером, а, например, плотными породами в земной коре или даже подземными пустотами. И, конечно, конспирологи добавляют свои версии. Кто-то говорит о гигантском инопланетном корабле, кто-то о древнем городе, спрятанном подо льдом. Что бы это ни было, гравитационная аномалия напоминает нам, как мало мы знаем о недрах нашей планеты. Антарктида — это как огромный сейф, запертый на миллион замков, и мы только начинаем подбирать ключи. Таинственная дверь во льду, вход в другой мир — еще одна загадка, которая взбудоражила интернет.
Это так называемая «дверь во льду». На снимках Google Maps пользователи заметили странную прямоугольную структуру, напоминающую дверной проем, расположенный прямо в ледяной стене. Соцсети моментально заполнились теориями. Кто-то увидел в этом вход в секретную военную базу, кто-то портал в подземный мир или даже следы инопланетной активности. Ученые, как обычно, предлагают более прозаичное объяснение. Они считают, что это либо результат таяния айсберга, создавшего иллюзию дверного проема, либо эрозия скал, которая придала льду правильную форму. Но давайте будем честны. Такие объяснения звучат не так захватывающе, как истории о секретных бункерах. И все же Антарктида – место, где воображение легко берет верх. Ведь это континент, где даже самые рациональные умы начинают задаваться вопросами. А что если? Древние монстры Антарктиды. Хищники Гондваны. Теперь давайте заглянем в далекое прошлое Антарктиды. В эпоху, когда этот континент был частью суперконтинента Гондвана, около 120 миллионов лет назад. Тогда здесь не было льда, а климат был теплым, с густыми лесами и реками. И в этих лесах бродили настоящие монстры, динозавры, которые правили экосистемой. Особенно интересны мегарапторы. Хищные динозавры, которые были главными хищниками Антарктиды. В отличие от тираннозавров, которые доминировали в других частях мира, мегарапторы имели уникальную анатомию. Их главное оружие – огромные когти на передних лапах, которыми они наносили смертельные удары. Палеонтологи называют это смертельными объятиями. Мегараптор хватал добычу лапами и разрывал ее когтями, как гигантский ястреб. Находки костей мегарапторов в Антарктиде подтверждают, что этот континент был домом для сложной экосистемы. Здесь жили не только хищники, но и растительноядные динозавры, такие как титанозавры, а также примитивные млекопитающие и даже ранние птицы. Но что делает эти находки особенно захватывающими, это мысль о том, как изменилась Антарктида. Из зеленого рая она превратилась в ледяную пустыню. И кто знает, какие еще следы прошлого ждут нас подо льдом. Вывод. Что скрывает Антарктида? Антарктида – это не просто континент. Это огромная загадка, которая продолжает бросать вызов нашему пониманию мира. Древние карты намекают на цивилизации, о которых мы ничего не знаем. Пропавшие подлодки и таинственные двери подогревают конспирологические теории. Ледяные пирамиды и гравитационные аномалии заставляют задуматься о прошлом нашей планеты. А следы доисторических монстров напоминают, что Антарктида когда-то была совсем другой. Но главное – это ощущение, что мы стоим на пороге великих открытий. С каждым годом технологии позволяют нам заглянуть глубже под лед, и, возможно, скоро мы найдем ответы на эти вопросы. Или, наоборот, столкнемся с новыми тайнами, которые перевернут наше представление о мире. А что думаете вы? Верите ли вы в древние цивилизации Антарктиды? Считаете ли, что подо льдом скрываются секретные базы или даже инопланетные технологии? Или все это просто игра природы и человеческого воображения? Напишите свои версии в комментариях, мне очень интересно узнать ваше мнение. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди у нас еще много загадок, которые мы будем разгадывать вместе. До встречи!